что творится на проспекте Мира, недалеко от главной их мечети. В те дни, когда у них Курбан-Байрам, нет движения по этой 12-полосной магистрали. 12 полос. 6 в одну и 6 в другую сторону. И вот с балкона люди снимают от метро проспект Мира. И туда, вдаль по Ярославскому шоссе. Не видно конца. Людьми покрыто все пространство. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие, мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный. Почему они сильны? А вот я говорю еще раз. Потому что они скреплены, единственной скрепой – это вера. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебила я его не назову. Это представители войска Антихриста. Никак по-другому. Рассказывает 2 миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос. А ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживает коренных 30 миллионов мусульман. И что ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера, правильная или неправильная? В то время как мы делаем все для того, чтобы объединить мусульман и христиан, какой-то вот опять еще один дебил тоже делает такие провокационные вбросы. Но и у меня встает вопрос. Вот надо обязательно, чтобы кто-то пошел, нарушил закон и что-то сделал для того, чтобы вот такие вот дебилы не говорили таких вещей. И если любой поднимает голову национализма, эту голову надо срубить. Просто ее надо срубить, эту голову. Просто ее надо срубить, эту голову. Добрый день, дорогие братья и сестры. Христос посреди нас. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о глубочайшей проблеме, которая касается не только нашей церковной жизни, но и самого будущего нашей страны и веры. Мы становимся свидетелями системного уничтожения тех, кто осмеливается говорить правду о духовной войне, которая ведется против православной России, против православного народа. События последних дней показывают нам страшную картину. Одного за другим отстраняют пастырей, которые не боятся называть вещи своими именами. Не успели мы узнать новость о том, что на Кипре уволили митрополита занимаемой должности, как вдруг стало известно, что всеуважаемого батюшку отца Гавриила попросили освободить от должности. Схиегумена Гавриила отстранили от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря 5 июня 2025 года, и этого следовало ожидать. Отстранили, как многие полагают, за недавнюю проповедь о сплоченности представителей другой веры. Не об угрозе, как перевернул интернет, а именно о сплоченности. Но его слова вырвали из контекста проповеди и пустили по кругу с негативным смыслом. Схиегумен Гавриил высказался об очевидной опасности радикальных исламистов, сказав, что по приказу духовного лидера радикалы будут готовы применять насилие. И как пример привел недавнюю операцию ФСБ в Ростове, где накрыли террористическую ячейку, организованную муфтием ваххабитов. В действительности он уже давно слишком много говорил о том, о чем сегодня следовало бы нам говорить среди общественных деятелей. Но, к сожалению, по тем или иным причинам этого не делается. Все боятся. Теперь только шепотом на кухне. Высказывание священника не понравилось ряду мусульманских деятелей, и на днях некоторый генерал назвал отца Гавриила дебилом, который натянул на себя рясу, добавив угрожающие слова о том, что надо срубить голову тем, кто поднимает вопросы национализма. Примечательно, что это происходит на фоне недавних инцидентов с блогерами и общего нагнетания атмосферы нетерпимости к тем, кто осмеливается говорить правду о реальных проблемах. Я давно удивлялся, как это он все продолжает об этом говорить. Смелый, честный батюшка, храни его Господь Бог, сил ему, терпения.
Дорогие братья и сестры, поддержите наше видео лайком, репостом, комментарием, чтобы об этом узнали как можно больше православных христиан и могли помочь, в первую очередь, молитвенно отцу Гавриилу, поддержать его, но и встали на его защиту. Теперь поговорим об официальной позиции руководства. По сведениям архиепископа Саввы, решение об освобождении игумена Гавриила от должности, но, что важно, без лишения права служить, речь никак не идет о запрете в служении, назревало и готовилось давно по причинам, больше связанным с существенными ошибками в хозяйственном управлении подворьем, большими сложностями для подворья, вызванными этими ошибками. И лишь отчасти, с его слов, отчасти это было связано с неудачным высказыванием в сети интернет, включая спорные заявления о детях индиго и другие противоречивые темы. Однако, как мне кажется, что основная все же причина кроется в совсем другом, а именно о его высказываниях, его отношении к серьезным проблемам современности, которые многие предпочитают замалчивать. Слава Богу, что есть такие пастыри, которые говорят, не боятся говорить об этом, обличают. И что хочется сказать? Перед нами разворачивается картина системного подавления православного голоса. Мы видим, как тех, кто осмеливается говорить правду о реальных угрозах духовной безопасности России, систематически убирают с публичных позиций. А что же происходит на самом деле? Отец Гавриил в своих проповедях приводил конкретные примеры, что творится на проспекте Мира недалеко от главной мечети, когда в дни их праздников вся 12-я полосная магистраль покрыта людьми до самого горизонта. Здоровые, не пьющие мужчины, которые занимаются борьбой, ходят в спортзалы. Это целая армия. И священник предупреждал, если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают, потому что МВД не успеет даже пикнуть. Почему они сильны? Потому что они скреплены единственной скрепой веры. А мы что? Боимся даже кресты на государственном гербе оставить. Идет настоящий крестопад, в кавычках. По всей стране убирают кресты из гербов, и никто даже не замечает этого безобразия. Создается атмосфера, где открытое обсуждение духовных угроз становится невозможным. Люди боятся высказывать свое мнение, предпочитая шепот на кухне, открытому диалогу о том, что может погубить нашу страну. Под видом толерантности фактически вводится цензура на обсуждение тех вопросов, которые касаются самого выживания православной цивилизации в России. Показательные двойные стандарты. Русский священник снят с должности, фактически принесен в жертву, в то время как представители других конфессий, несмотря на множественные публичные скандалы, остаются неприкосновенными. Более того, недавно один священнослужитель обозвал русских парней овощами с триколором, но получил высокую награду «Самый лучший священник-блогер в интернете». А с игумена Гавриила, чьи книги бесценны и проповеди сильны верой и духом, отстранили за то, что он говорил правду о реальных угрозах. Ведь это религиозные олигархи с влиятельными покровителями, а не простой священник. Получается, схигумен Гавриил пострадал за веру и за свой народ. Но самое страшное, плохо, что свои не заступились. Как всегда молчат об этом православные каналы, известные православные блогеры. Обидно, что так называемые духовные чада отца Гавриила безропотно примут все это и будут тихонько ездить к нему за духовной поддержкой. Только так, чтобы никто не знал. Страх, малодушие, трусость, маловерие – вот истинное лицо многих наших православных. С такими духовными чадами врагов не надо. Судя по всему, руководство Валаамского монастыря не оценило потенциальный резонанс от своего решения и то, что оно будет воспринято общественностью как связанное с недавними высказываниями в адрес представителей других конфессий. Если даже решение и назрело по хозяйственным вопросам, в нынешнем контексте его можно было бы и следовало бы отложить, чтобы избежать неправильного толкования мотивов. Но проблема гораздо глубже. Теперь священников будут снимать со своих постов за то, что они выступают в защиту традиционных ценностей, говорят о реальной, невыдуманной угрозе мигрантизации, исламизации страны и открыто заявляют об истинности веры Христовой. Стоит отступить один раз, и очень скоро мы придем к европейской модели, где каждый священник должен трижды подумать, не обидит ли он своим словом представителей других конфессий.
Нельзя таким образом реагировать на атаки со стороны представителей других религий, и нельзя наказывать за смелость, откровенность и прямоту. В Евангелии это описано в истории Понтия Пилата, когда он был абсолютным хозяином ситуации и мог сделать несколько нетрудных движений, чтобы Христа не распяли. Почему он этого не сделал? А вдруг что-то случится, как бы ни прилетело сверху, как бы меня неправильно не поняли. В Евангелии четко записан этот малодушный грех. Духовный человек понимает, что произошло со схигуменом Гавриилом. Это бесовские нападки, и Господь попускает это. Чем ближе человек к Богу, тем сильнее нападение на него. Здесь нужно только молиться и делать добрые дела за схигумена. И как ночью всегда наступает день, так и схигумена Господь поставит на свое место. Также страдает сейчас схигумен Сергий, митрополит Арсений, митрополит Тихон и многие другие подвижники благочестия. Еще раз повторю, от нас бы хорошо было бы помолиться за этих людей и делать добрые дела за них. И Господь по вере людей подаст просимое. Есть также видео одного замечательного батюшки, отца, который высказал тоже свое мнение по поводу данной ситуации, что является проблемой. Я предлагаю также послушать. Спаси Христос всех, дорогие братья и сестры. Свою власть на все времена. Мы живем в такое время, что православие формально не запрещено, но на определенных условиях. Стоит, например, священнику сказать, выступить, как, например, архимандрит Гавриил, игумен, схиегумен Гавриил, настоятель Валамского скита в Сочи. Он сказал очень серьезную вещь, очень серьезную угрозу, которая грозит России. О нашествии мигрантов, мусульман, как их называет церковь сарацин и смальтянин, которые как только чувствуют свою силу, устраивают, конечно, как это было в Сирии, террор и вырезают христиан. Как это делала ИГИЛ, как это сейчас сделали в Сирии, пришедшие к власти. Ну и как это было и в Сербии, и в Грузии. Только сербы помнят, что Россия их спасла, а грузины не помнят, что Россия их спасла от турков и от персов. Потому что есть благодарные народы, есть неблагодарные народы, у которых короткая память. И вот стоило этому священнику выступить, как сразу раздался окрик генерала Апти Алауддинова с руганью, с угрозами. И мгновенно этого батюшку сняли. Мгновенно. Он больше не настоятель скита. Вот на этих условиях православие, пожалуйста, ходи в церковь. Ходи в церковь, только молчи. Но это только цветочки. Будут и уже есть и ягодки, конечно. Когда православных священников убивают, режут, и мирян, как это было не так давно в Дербенте, как это было только что в Москве, когда алтарника Илью, татарина, принявшего православие, зарезал ваххабит, исламист. Как это было в Чечне, когда Евгения Родионова заживо обезглавили
за отказ снять крест. Примеров много. И эти примеры нам даны для того, чтобы мы серьезно понимали, что каждый из нас призван, по крайней мере, обязан понимать, что христианская вера несовместима ни с какими другими верами. И если ты говоришь, что Бог у всех один, поддакиваешь этой лжи, ты предаешь Христа. Это не значит, что надо самому нарываться. Но если тебя приперли, кто угодно, если Господь тебя поставил в такое положение, что ты едешь с таксистом, кавказцем, и он начинает, как хозяин в своем собственном доме, учить тебя. Почему это вы свинину едите? Или почему ваши девушки в шортах ходят? И приходится сказать: я не собираюсь с тобой обсуждать ни свинину, ни шорты. А если ты хочешь спасти душу, то прими христианскую веру, прими крещение. И вот здесь будет взрыв. Из учителя он вдруг стал не успевающим учеником, которому учитель, а христианин это и есть учитель для всего мира. Мы знаем все ответы на все вопросы. Не заключены в Писании, они заключены в учении православной церкви. И мы можем ответить на любой вопрос, если он только задан серьезно. Хочешь спасти душу? Прими крещение. И Магомед тебя, кем бы он ни был, не может возвести бессмертие, вечную жизнь. Потому что человек человека не может спасти. Слепой не может спасти слепца, грешник грешника. И за волосы из болота сам себя ты не вытянешь. И даже самые хорошие люди не могут спасти